что такое права женщины в исламе. Мои братья-мусульмане, совет вам: почитайте своих жен, балуйтесь их, будьте добры к ним и цените их труд, любите их. Ведь тот, кто почитает свою жену, почитает самого себя. Тот, кто делает добро своей семье, увидит его плоды еще в этой жизни, до последней жизни. Берегите своих женщин, заботьтесь о них и не скупитесь на них. Клянусь Аллахом, щедрость не уменьшает имущество. Никто не обеднел от того, что сделал счастливой свою жену. Каждая монета, потраченная на свою семью, вернется к тебе многократно, и каждое добро, которое ты сеешь в своем доме, вернется к тебе благословением и счастьем. Женщина – не существо, созданное для того, чтобы ее запирали, унижали или считали ниже мужчины. Женщина создана деятельной. Она создана ходить на 2 ногах, а не ползать на 4. Она движется, работает, строит и воспитывает поколения. И величайшая ее миссия – создавать человека, воспитывать веру и нравственность в детях. Поэтому Аллах в суре Юсуф описывает ее как солнце, источник убеждений и мировоззрения, тогда как мужчина является отражением этого света. Не моя задача воспитывать сына, моя задача – выбрать праведную женщину, которая воспитает моего сына, трудолюбивую женщину, ответственную женщину, женщину, которая хранит доверенное ей. Никогда не было благополучного дома без праведной женщины. И никогда не было разрушенного дома без испорченной женщины, даже если хозяином дома был пророк. Поэтому именно женщина является руководящей силой. Что же касается аят, когда Аллах сказал «Ар-риджалу кавамуна алян ниса», то здесь я хочу поделиться своим пониманием этого аята. Я не вижу здесь простого разделения между мужчиной и женщиной. Слово «риджаль» на арабском связано со словом «риджль» – «нога». То есть речь идет о тех, кто стоит на своих ногах, кто движется, кто работает, кто стремится, кто обеспечивает, кто несет ответственность. Поэтому в этом понимании речь идет не просто о биологическом мужчине. Речь идет о каждом, кто действует, трудится и несет ответственность за других. А слово «ниса» на арабском связано со словом «нусия», как указание на тех, кого отсрочили или отстранили от стремления к деятельности, производства и принятия на себя ответственности. Тот, кто находится под опекой, нуждается в поддержке или не несет основную ответственность за обеспечение. Поэтому я вижу смысл аята не в превосходстве одного пола над другим. Я вижу связь между ответственностью, трудом, обеспечением и руководством. Аллах справедлив. Он не даст руководства тому, кто ничего не делает, не трудится, не обеспечивает, не несет ответственность. И именно поэтому сам аят продолжает словами: «И потому что они расходуют из своего имущества». Сам аят связывает руководство с трудом, расходованием средств и принятием ответственности. Следовательно, каввама – это ответственность, служение и забота, а не господство и высокомерие. Затем Аллах описывает праведных женщин. Праведные женщины покорны и хранят сокровенное, которое Аллах велел хранить, то есть не предают доверия, когда муж отсутствует. Госпожа Хадиджа, да будет доволен ею Аллах, не была просто послушной женой в своем доме. Историки описывали ее как искреннего советника пророка, мир ему. Она была успешной предпринимательницей, управляла большой торговлей, нанимала лучших мужчин и была материальной и моральной опорой пророку, мир ему, в самые тяжелые времена. Это пример женщины, которая несет ответственность и оказывает влияние на общество. Именно здесь заключается наша проблема в понимании Корана. Поэтому не используйте религию для унижения женщины или уменьшения ее значения. Почитайте их, ведь тот, кто почитает свою жену, почитает самого себя. Тот, кто хорошо относится к своей матери, тому Аллах открывает двери благословения. Тот, кто делает добро своей семье, увидит его плоды еще в этой жизни, до последней жизни. Подпишитесь на канал, если вам близки такие темы. Возможно, это наша последняя встреча, а Аллах знает лучше.